Друзья, я записала уже это видео и узнала новость, которая меня шокировала. У Ангелины Ермолаевой, думаю, многие ее знают, это парфюмерный блогер, у нее украли канал. Я даже не буду начинать описывать все эмоции, потому что на меня это тоже произвело сильное впечатление. Я представляю, что испытывает человек в этой ситуации. Времени перед видео не хватит, чтобы все это описать. Думаю, многие понимают. И давайте поддержим Ангелину. Я оставлю ссылку на ее видео, на ее новый канал. Подпишитесь, оставьте под ее вот этим вот видео какой-нибудь комментарий, поставьте палец вверх, чтобы видео распространилось, чтобы ее подписчики ее заново смогли найти и подписаться. Пожелаем Ангелине, чтобы в лучшем случае ей вернули ее канал, но в другом случае, да, который немножечко уступает первому, чтобы ее новый канал набрал в кратчайшие сроки такое же количество подписчиков, а может быть еще больше. Все, друзья, все в инфобоксе. Смотрим видео. Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я вам расскажу про свои ароматы этой осенью, которые мне просто не хотелось себя снимать, которые очень-очень уютные и согревающие в основном. Некоторые уютные, но они более свежие. Такая категория небольшая у меня тоже нарисовалась. Давайте обо всем по порядку, но сначала, друзья, каждый раз практически под видео, когда на мне эта помада, спрашивают в комментариях, что это. Сразу скажу вам, это NYX Lingerie Push-Up Bedtime Flirt. Это так называется цвет. Я тут где-нибудь напишу, и скорее всего в инфобоксе я тоже это напишу. И еще, так как эта помада немного мне сушит губы, сверху я наношу Darling. Это такая помада в стике, но она больше как блеск выглядит. У меня цвет 01. Мне он нравится, но он немножко липкий, вот, предупреждаю вас. Так, и телеграм-канал. Не забывайте подписаться на мой телеграм-канал. Я рассказываю там про жизнь в Испании, про парфюмы, про котиков. В общем, там намного больше информации. Я там бываю чаще, чем здесь. И еще, друзья, промокод «Рандеву» не забывайте, он дает 10% скидку, суммируется со всеми промо-акциями на сайте «Рандеву», и там много классных ароматов, цены там нестабильные, надо отслеживать, если что-то понравилось, добавляйте в корзину и ждите. И, как всегда, я часто об этом говорю, я люблю там от Леванты, маленькие сэмплы и, конечно, наборы сэмплов, пробников тоже мне нравится. Все, теперь давайте перейдем к парфюмам. И первый, о котором я хочу рассказать, я его распаковывала еще в начале ноября. Это Лира от Casa Marati. Это очень согревающий, теплый, уютный аромат. Он для меня просто воплощение Нового года. Ты его на себя наносишь, и все. И все, у тебя Jingle Bells в голове звучит. Это классный аромат. Здесь есть корица, здесь есть цитрусы в верхних нотах, лакричник, лаванда, что удивительно, да, и ваниль, конечно же, ваниль. Она такая, знаете, немножечко даже с шоколадными оттенками, мадагаскарская, по-моему, здесь. Дорогая ваниль. И аромат, он на каждый день. Он не очень громкий, ну, я не скажу, что он и очень стойкий, его все-таки надо обновлять, но он с таким средним шлейфом и средней стойкостью. Для аромата на каждый день это очень хорошо. Я такие люблю, но то есть есть ароматы, прям на стойкость которых можно пожаловаться, да, и это может остановить от их покупки. Это не тот случай. Да, он не будет, конечно, целый день прям очень громко звучать, он к концу дня уже так чуть-чуть с одежды, наверное, он еще будет ощущаться, с волос, ну так уже чуть-чуть. И второй аромат, мне почему-то кажется, что вот они даже немножко похожи. Это Sweet Lure от Slide Jones Lab. Это тоже аромат с корицей, но тут есть такая сливочная нота. Кто-то его сравнивает за декольтер This Is Her. Вот этой сливочностью они похожи, но в целом ароматы разные. Здесь есть в начале такой
как будто бы, знаете, такая свежесть, но вот она не цитрусовая, какая-то даже больше куда-то вот в зеленую сторону, к зеленым. Ну что-то есть такое, да? Зелень какая-то, свежесть в аромате присутствует. Он у меня появился уже ближе к осени. Ну, осенью, но здесь было еще тепло, и я его могла носить. Но люди говорят, что даже в жару его носят, и он вот чем-то, каким-то оттенком освежает. И тут еще есть сахарная вата. Точнее, тут жженый сахар это звучит, но мне так вот именно пахнет сахарная вата. Когда прямо стоишь вот возле этого аппарата, который ее готовит, мне вот так пахнет. Обожаю этот радостный, веселый аромат. Он такой согревающий, такой позитивный, такой просто вот пшикнулся, у тебя настроение улучшилось. Антидепрессант осенний. Дальше Ателье Модерн. Конечно, я его носила этой осенью. Я ждала, пока похолодает. Он у меня появился, когда была жара. Ой, мне, знаете, мне нравится описание. Кстати, появились синонимы на сайте Золотого Яблока, ну, наверное, в самом магазине, конечно же, оффлайн. Не наверное, а точно. Можно их там все потестить. И там вот описание официальное, да, что это про шелка, про пряности, про дорогое дерево. И вот очень подходит к этому аромату, правда. Описывать его как-то вот это пахнет цитрусами или розами, вот сложно вот с этим именно ароматом. Тут все на полутонах. Аромат, атмосфера, правда, попадаешь с ним. Кто-то говорил про гримерку какого-то пафосного театра, я не знаю, большого театра, ну, то есть это такое, знаете, что-то помпезное, но при этом аромат сам уютный, но вот есть в нем такая атмосфера интеллигентности, интеллектуальности, такое создает впечатление от человека, который в этом аромате, сразу понятно, что такой, знаете, непростой человек, непростой, с глубоким внутренним миром. Очень необычный, вот прям 100% такая ниша, но хорошая, носибельная. Не знаете, не в том смысле, когда иногда ниша — это какая-то резина с клубникой и каким-нибудь очень индольным жасмином. Нет, здесь совсем о другом. Дерево, пряности. И тут есть, кстати, сахарная вата. Но вот здесь я ее скорее не слышу. Для меня есть в аромате сладость, но не прям вот, да. Сахарная вата для меня все-таки чуть-чуть есть там жженого сахара. Так, давайте еще тогда сразу же. Луис очень часто носила. Это вишня, немножечко такая алкогольная вишня. Сочная все равно. Мне нравится, что вишня здесь на протяжении всего звучания аромата остается. Немножечко есть какой-то гурманской нотки, десертной, сливочной, но в то же время что-то есть в аромате такое косметичное. Я не знаю, как это вот все совмещается, но совмещается очень красиво. Да. Так, и Роджер. Роджер аромат больше древесный. Немножечко тут есть пряностей. И вот у него побольше шлейф, он погромче, чем, например, Ателье Модерн. Ателье Модерн можно вообще везде носить. Этот немножечко он все-таки погромче. И, кстати, тут есть соленая нотка сандала. Есть она здесь. Но не обычный сандал. Я такого не встречала. Нестандартный. То есть не какой-то, как, допустим, рассольный. Нет. Но немножечко есть в нем соленость, и какая-то есть даже такая медовая сладость. Так, давайте дальше. Angel's Dust от Франческо Бьянки. Странно, но вот я этот аромат, когда тестила, вообще по-другому слышала. Сейчас для меня сразу же очевидно, это роза, влажная, пудровая, сладкая роза. Бальзам Толу, и он придает аромату густоты, медовости, сладости, но
Тут есть и помада, и пудра, такой будуарный аромат, и он очень шлейфовый, очень громкий. Я не знаю, на мне он так держится, что на волосах он остался даже после, хотела сказать, мойки, после душа остался он на волосах. Ну, в смысле, я голову тоже мыла, наносила бальзам, потом кучу средств укладочных и стала сушить волосы феном и почувствовала этот аромат. Он потрясающе стойкий, но знаете, ну вот он не бесит. Вот бывает стойкий такой аромат, что он аж начинает въедаться, бесить, а этот нет, он все равно такой мягкий, будуарный, очень-очень, конечно, он женственный. Давайте еще про одну розу. Достала наконец-то свой агент-провокатор Мисс AP, Мисс Агент-провокатор. Как-то она мне стояла долго. Я вроде понимала, что это дорогой, красивый аромат, тоже про розу, но стоял. А тут как раз-таки его снимала для подборки со смешным названием «Парфюмы, которые сделают из нас не тетеньку, а милфу». И достала этот аромат и стала его носить. Он такой классный. Роза шипастая, с геранью. Тут чувствуется оттенок герани, сладость есть в аромате и есть в аромате пряность. Мне раньше почему-то казалось, что тут есть ут, а сейчас больше куда-то вот, я бы сказала, в сторону кожаного оттенка, мне кажется. Может быть, этому аромату нужна высокая влажность. У нас сейчас просто экстремальная влажность вот здесь. И он так красиво открывается, но он такой потрясающий. Он сейчас такой мягкий, обволакивающий. Да, это роза. Немножечко она помадная, но очень-очень сильно герань здесь придает ей свежести, зелени, какие-то пряности согревающие и сладости. Я не помню, ваниль, наверное, здесь что-то есть, вот тут какая-то нота есть амбровая, вот амбра тут точно есть. Так, сначала с теплыми ароматами, а потом расскажу про свои любимые такие свежие ароматы больше. Ателье Колонь, мимоза индиго. Но здесь мимоза не чувствуется. Здесь чувствуется какая-то немножечко такая свежесть цветочная, да? Наверное, это вот и называется мимозой. А вообще для меня это аромат про сандал. Про соленый сандал, про, опять же, такие кожаный оттенок, да, такой, ну вот не дегтярная, а скорее замшевая кожа. Замша, короче, да. Замша, пряности, сандал и вот этот вот оттенок, который, ну, мимоза. Так, что еще? Серж Лютанс, это он Bois ванильный лес. Обожаю эту ваниль. И, кстати, я стала тут чувствовать немножечко пересечение секс ванила от Tom Ford. Но этот, конечно, намного деликатнее, интеллигентнее. Но я понимаю, что тут есть эти вот оттенки индольные, так сказать, да, кто-то... Я сама чувствую ванила секс, какой-то туалет, как я называла это, цирк, да, вот эти вот животные, все там, вот этот запах от цирка, где животные. А вот здесь вот я стала чувствовать это, но прям так на минималках, что мне даже это нравится, вот этот оттенок анималистичный, я бы сказала. А вообще тут даже кокос есть, ваниль, естественно, есть, дерево. Не помню, есть ли тут мед, по-моему, тут воск есть точно. Но я чувствую все-таки в начале какое-то вот ощущение, что тут есть воск. Свеча. Вот, к сожалению, кокоса не чувствую. Чувствую древесность, много-много ванили, мягкой, но, вот знаете, без вот этой вот горчинки, как у мадагаскарской или бурбонской ванили. Я не знаю, какая тут ваниль, но она в то же время, конечно, не кондитерская. Для меня это, наверное, один из самых любимых ванильных ароматов. Один из. Так, ну, конечно же, Black Opium от Yves Saint Laurent. Это вишня. Вот это, наверное, моя любимая вишня
в люксовой парфюмерии, потому что в Луис все-таки вот так вот звучит нишевая вишня, а вот так лучшая просто, ой, даже тут уже так много сносила, лучшая люксовая вишня. Она, опять же, алкогольная, но это, скорее всего, алкоголь такой в конфете. Знаете, когда раскусываешь вот эту конфету с коньяком, по-моему, не да, и с вишней, и вот прям вот все эти ароматы. И вишня тут тоже звучит вот на протяжении звучания всего аромата. Тут есть немножечко такой кофейно, ну, скорее капучино, да, такой, как в Black Opium'ах остальных, и ваниль. Очень много ванили есть. Ну, скорее вот она тут, скорее ближе к кондитерской, ну, хороший, хороший. Иногда бывает, правда, такая вот прям как ароматизатор. Даже мне кажется, что в еде тоже есть разные ароматизаторы ванильные, да, есть какие-то более дорогие, наверное, ингредиенты, есть дешевые, и вот здесь все-таки дорогая ваниль. Лучший Black Opium Over Red. Так, стойкость у него, кстати, тоже хорошая, но при этом не какая-то вот сумасшедшая, которая вот въедается. Есть такая, я не люблю, когда аромат вот ну настолько он, что ты даже не знаешь, куда его можно надеть, а потом, если не дай бог хоть капля куда-то вот попадет, это будет звучать еще неделями. Я знаю, что многие такое любят, но так как у меня много ароматов, и мне хочется их часто менять, мне это в минус, это качество. Конечно же, L'Oréal эликсир, тоже ее не снимаю. Видите, сколько уже нет. Я так тут хорошо стала чувствовать фиалку, как в Фаренгейте. Я Фаренгейт любила вот за вот эту вот самую фиалку, такую холодную. Немножечко она отдает вот этой печатной продукции, эта фиалка. Очень ее люблю. Вообще, и зеленый, кстати, есть в ней оттенок, опять же, в этой очень сложная нота, вот именно такая. Удивительно. Кто-нибудь чувствует еще вот такую фиалку фаренгейтовскую? Обожаю. Пудра. На старте очень похожа на Миссия от Шанель, но только на старте. Потом все-таки есть тут малина. Малина скорее свежая, но с сахаром. Но не очень сладкая. Она не то чтобы... Вообще аромат не сладкий. В отличие от остальной линейки L'Oréal, он не сладкий. Возможно, поэтому я его и захотела. Он прям сильно отличается. И у него вот куда-то он больше похож на бутиковую линейку. Ну, потому что вот напоминает, опять же, да, бутиковую шанелевскую. Этот аромат легко мог быть в бутиковой линейке Lancôme. И совсем не L'Oréal, потому что ему подходит название «Прекрасная жизнь». Жизнь прекрасна. Прям я согласна, этот аромат вселяет вот это вот ощущение наслаждения жизнью, но на линейку он просто на эту не похож. И кожа. Тут есть кожа, она, кстати, слышится, ну вот не вот прям с первой секунды. Ну, наверное, минут через 5 я ее уже очень хорошо ощущаю. Вместе вот с этой вот пудрой и с малиной, и с этой потрясающе красивой фиалкой. Так, Нарцисса Родригес, Маск Нуар. Обожаю этот аромат. Он успокаивающий, вдохновляющий, просто аромат вторая кожа для меня. Здесь слива, здесь замша, мускус, но вот этот мускус отличается от остальных Нарцисса Родригес. Я знаю, что те, кому не нравится вообще вот этот мускус Родригесов, они покупают легко вот этот аромат, носят его и говорят, что его тут не чувствуется. Я люблю мускус Нарцисса Родригес, но вот здесь вот мне вполне себе все нравится, при этом без него. Роза здесь есть, но она тихая. Я знаю, что вот который Маск Нуар Роуз, там прям ощутимая роза. Люблю этот аромат. Я, по-моему, так после каждого, да, говорю. Ну, знаете,
из песни слов не выкинешь. Так, нет, хочу сначала вот про вот этот рассказать. Это Амуаж. Амуаж, так, иди сюда ко мне микрофон. Знаете, я вот один раз перестала крепить к себе микрофон, и уже вот прям сложно себя заставить на одежду прикрепить его. Так удобно, когда он вовне, так сказать, находится. Это Amouage Journey for Women. Это женская версия, есть еще мужская. Аромат звучит хорошо именно в холодную погоду. Он почему-то как-то распадается, мне кажется, на горячей коже, и в жару он просто распадается, хотя всегда мне казалось, что это освежающий аромат. Но это освежающий аромат именно для зимы. Тут есть кожаная нота, но она не очень ярко чувствуется в холод. Она скорее выступает как база этого аромата, не звучит громко, а вот в жару она прям слышна, и она как будто перебивает всю вот эту вот красоту верхних нот. Тут есть мимоза, тут есть еще, по-моему, какие-то желтые цветы, тут персик в начале, и я тут слышу такую, ну, наверное, это можно назвать все-таки это парфюмерия, альдегидность. Если брать образ, то я тут чувствую аромат горного ручья и вот горного воздуха, чистого, холодного, звенящего. Но весной, когда цветут всякие разные цветы, когда ручей течет, когда зелень вокруг, и ты стоишь с чемоданом. Есть такой дорогой кожа, но чемодан уже поживший, то есть не новый, не прям вот как новая кожаная вещь звучит. Сидишь на этом чемодане и наслаждаешься жизнью. И это весна, это скорее весна. Летом вообще аромат так не звучит. Я просто даже его летом не сложно описать, он просто как-то распадается. И я думаю, что на горячей коже он тоже распадается. Я даже не знаю, кто-то мне говорил, это просто персиками звучит. Я думаю, что скорее у человека горячая кожа, и он вот чувствует, ну правда, только персик. Вот всей этой картины, всей этой красоты, скорее всего, просто нет. Так, что-то я как-то пошла в свежие зимние ароматы. Ну ладно, вернусь. Алюр – это уже не свежий зимний аромат. Это такой твидовый жакет. Он теплый, но вот тут цветы, они так переплетены. Мне так просто этот аромат напоминает, такой образ приходит. Цветы так переплетены. Тут еще есть персик мягкий, но как будто персик уже с пачули. И есть сладость в аромате, такая медовая, персиковая, и куча переплетенных цветов, и пион, и роза, и, по-моему, тут мимоза есть, я не помню точно, много разных цветов, они все уже перемешаны, не чувствуешь никаких конкретных. Тут, по-моему, не заявлены пачули вот в этом алюр, но я их чувствую. Я их чувствую, это есть в аромате. И, по-моему, тут ваниль есть, аромат, он все-таки больше со сладостью. Следующий аромат это True Last это от Libre d'Orange. Его сравнивают с Putin de Palaces, но по мне так, как любителя Putin de Palaces, эти ароматы пересекаются в том месте, где они пудровые и помадная роза здесь есть, ну то есть помада, да, но в основном они отличаются. Тут есть замша, мягкая, деликатная, невесомая, в отличие от такой грубой дегтярной кожи в Putin de Palaces. Здесь есть нота рома. Она ощущается мной, да, как вот аромат изюма. Я его так чувствую, то, что называется ромом обычно у Элда. Здесь, по-моему, тоже есть имбирь, вот не буду врать, не помню точно. Вначале есть какая-то такая свежая пряная нота, возможно, это тоже имбирь, но он опять же не такой громкий. Аромат более мягкий, деликатный, на каждый день. Вот мне кажется, вот про него никто никогда не скажет ничего там такого вызывающего, да, в отличие от Putin de Palaces. Хотя название True Last то еще. Так, дальше давайте. Это Mon Parfum Gold от Микалев.
Это очень сложно описать, потому что для меня как будто здесь есть два аромата в одном. С одной стороны, это гурманский аромат, я чувствую тут орех, чернослив и мед. А с другой стороны, я чувствую какую-то косметическую составляющую, такой крем, скорее всего, с оттенками белых цветов. Может быть, есть немножечко розы, но я не уверена. То есть какая-то кремовость есть в аромате. И вот он то так как-то шлейфит. Я его очень любила вот эти вот все дни осенние вечером носить. Лучше даже вообще после душа, перед сном он каким-то таким успокаивающим эффектом обладает. Да, да, и мне нравится, что, да, он шлейфовый, он довольно стойкий, но не сильно. Ну, вряд ли бы я его рискнула надевать куда-то, где замкнутое пространство. Ну да, нет. Он все-таки довольно густой. Он довольно густой, хотя вот в нем нет ничего такого, мне кажется, пугающего и провокационного. Очень красивый восточный аромат. Кстати, тут, по-моему, еще есть есть какие-то такие оттенки немножечко к уду или коже, вот как-то вот туда. Ну, есть чуть-чуть. Ну, прям совсем немножко. Это скорее такой освежающий аромат на зиму, на осень, на холодное время. Он теплый, он пушистый. Я не сказала, это опять Микалёв. Это Royal Muska, Royal Musk. Странное все-таки, я вот все время думаю название. Royal Muska, королевский мускус. Мягкий, теплый, пушистый. И у меня есть новая версия. Специально заказала Travel, чтобы посмотреть, отличается ли новая версия от вот этой вот. У меня, по-моему, ему лет 7-10, вот где-то так. И вы знаете, новая версия очень отличается. Прям вот особенно на старте они отличаются. Не потому, что здесь верхние ноты слетели. Я помню верхние ноты, какие здесь были в самом начале, они такие и остались. А именно вот новодел, он отличается. И люди, которым не нравится Royal Muska, я думаю, что могло бы понравиться вот именно вот это издание. К сожалению, да, вот он так поменялся. Там что-то в начале такое несуразное стало, я вообще не понимаю. А здесь в начале сразу же вот этот пушистый, мягкий мускус с какими-то оттенками освежающими. Я вообще чувствую это как будто либо нероли, либо вот что-то такое освежающее, белоцветочно-мыльное. И я стала чувствовать тут оттенки малины. Тут вообще малина и персик еще заявлено. Я раньше не чувствовала. Парадокс в том, когда я начала чувствовать здесь оттенки малины. Когда у меня аллергия началась, заложила нос, и я стала как будто чувствовать все наполовину. И вдруг такая: о, так тут малина же есть. Смотрю в пирамиде, а там правда малина есть. Я думаю, надо же, ведь никогда ее тут не чувствовала. А тут прям четко прям ощущаю аромат малины. Вот сейчас, кстати, у меня опять чуть-чуть заложен нос, но не как тогда. И я опять не чувствую малину, а как-то вот в целом аромат очень абстрактно ощущается. Интересное явление, конечно. Не знаю, как его объяснить. То есть не то, что я увидела в пирамиде малину, и вот такая: ну да, там придумала себе. Нет, я ее почувствовала и посмотрю, а ведь точно. А ведь столько лет ее не ощущала. Этот аромат у меня, это уже 3-й, по-моему, у меня вообще флакон или 4-й. Я не помню, с 2008 года я стала его носить. Наверное. Так, сняла уже крышечку. Это Arpège, Éclat de Arpège. Мне очень нравится носить этот аромат перед сном. Мне прям от него так хорошо и спокойно. А еще, знаете, он не очень стойкий, и поэтому вот когда перед сном такой аромат надеваешь, то есть его громкости, шлейфа и стойкости вот ровно хватает до того, как ты уснешь. Потом как бы больше, в принципе, ведь и не нужно.
Это цветы абстрактные, здесь и белые, как будто бы есть и желтые, есть в аромате какое-то вот ощущение родниковой чистой воды, то есть альдегидности, свежего воздуха. И я чувствую в базе, я не помню, есть ли здесь кашмир, кашмиран, но у меня ощущение, что в базе есть какой-то вот как будто что-то, какая-то теплота, хлопок, как будто бы аромат немножечко такой к базе становится шершавый, что ли, так можно это сказать. Как будто это аромат на одежде. Но он, конечно, не на одежде, вот именно с кожи он ощущается, как будто его нанесли на какую-то чистую хлопковую вещь. Но опять же, это ни в коем случае не как какой-нибудь кондиционер для белья, не в этом плане. Нет. Кстати, он не стойкий, но вот я думаю, а если его носить, допустим, на вот это кашемировое платье на нем или на кашемировом свитере, на шерстяном, опять же, на хлопковом, может, он будет дольше держаться. Не знаю, мне очень нравится вот этот его эффект свежего воздуха. Да, у меня правда ощущение, что это много-много цветов где-то на свежем, кристальном, звенящем просто воздухе. И вот это вот хлопковая база. Не помню, что тут в пирамиде в базе звучит. Аромат, с которым такая же проблема, это Reminiscence Драже. Тут еще написано Les Notes Gourmandes. Ну, правда, есть гурманские нотки. Это миндаль. Это немножечко такая кремовая сливочность есть в аромате. Белоцветочность. Не помню, какой тут цветок. Очень приятный аромат, ну просто невероятно приятный. Вот именно так его можно охарактеризовать. Так мог бы пахнуть какой-то крем для тела очень дорогой. Но минус в нем в том, что он очень тихий. Он очень тихий. Правда, в холод и на холодной коже он звучит погромче. Тут, кстати, еще есть цитрусы в начале. То есть есть такая в аромате свежесть. Но вот если говорить о том, чтобы его куда-то надеть, да, то ты, мне кажется, выйдешь на улицу, да, куда угодно, и вот сразу же куча запахов в воздухе, они просто напрочь перебьют вот его. А мне нравится все-таки иногда ловить шлейф своего парфюма. Но вот только если очень-очень много его нанести, не знаю, пшиков 10-20, и еще на одежду, потому что с одежды все-таки лучше, да, звучит, то, может быть, ну, будет, да, и еще и от волос. Но я все равно не жалею, что он у меня есть, потому что его красота, она бесценна. Она бесценна, я ему прощаю эту его такую вот нестойкость. Ой, нестойкость, говорю, негромкость. Я ему это прощаю. Все. Ой, друзья, вот такой получился, я думаю, большой получился обзор ароматов, которыми я чаще всего пользовалась этой осенью. Я хочу сделать большой обзор вообще моей парфюмерной коллекции на осень-зиму. Я понимаю, что все это условные разделения, но когда большая коллекция, это даже в плюс, потому что тебе не надо думать, по какому принципу мне сегодня выбрать парфюм. Ты сразу их делишь, такой, ну вот это вот все надо успеть поносить в холодное время, и с радостью уже носишь. Так что я вам покажу эти ароматы в следующий раз, которые надо успеть поносить осенью, зимой в лучшее их время. Вот, друзья, все, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Я вам желаю, чтобы вы обязательно были счастливы, хорошего вам настроения. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока.